All right, guys, today we are going to be reacting to the Ukraine war from Russian perspective. Thank you so much for support. Some of you guys were saying why I'm looking around, guys, because I have multiple. I have one screen here, and then I have some phones here where I have my screen. That's where I follow the reaction. So that's why you see me looking around, but I'm looking at the videos. I'm just reacting. Some of you guys were saying that I rewatch the videos. I don't rewatch the video. This is me reacting to it. God, disrespectful, by the way. I don't know how long it will take me to just watch the video, then rewatch the video during reaction. Insane. Now, if you see me looking here, this is one screen. You see me here, it's one screen. If you see me looking here, it's another screen. So I have 3 screens, right? So that's that. So I'm just looking around. That's why you see some of the transitions and stuff like that. That's what it is. Maybe in the future it's going to be much better, the setup, but that's what we have right now. We're going to react to the Ukraine war from Russia's perspective, guys. Let's jump in. Let's see what's going on. Okay. Сегодняшнее видео спонсировано игрой Raid Shadow Legends. Raid — первая игра, которая позволяет играть на телефоне на уровне консоли. Союза стал поворотным моментом в мировой геополитике. Не менее 14 союзных республик отделились и провозгласили суверенитет и независимость. Однако новообразованная Российская Федерация утратила многовековую геополитическую борьбу. Россия вернулась к своим территориальным границам 18 века. So GDP from $2.6 trillion to $580 billion. And when it comes down to the population, this is where I am right now. This is where my mind is going. The population for me is most important. 289 million to 148 million. That's huge down. Все жертвы, принесенные Российской императорской армией и Советской Красной армией, были сведены на нет 25 декабря 1991 года, когда советский флаг был спущен с Кремля и заменен флагом России. Это было тяжело принять, и это событие до сих пор влияет на российскую внешнюю политику. С распадом СССР были нарушены обещания, ухудшилось здравоохранение, промышленность пришла в упадок, а на смену родству пришла враждебность. А все эти великолепные технологические чудеса и инфраструктурные проекты были заброшены. Десятки миллионов жизней были потеряны, и это ничего не изменило. Распад Советского Союза означал конец коммунизма как мировой силы, но он также означал конец России как сверхдержавы. Отступив от своих советских границ, от своей внешней оболочки, Россия сама оказалась под угрозой со стороны Запада. Одна из причин, по которой Россия вторглась в Украину, это теория Хартланда. Она была разработана в 1904 году Халфордом Маккиндером и делит мир на 3 части. Первая часть — это мировой остров, который включает Европу, Азию и Африку. Вторая часть — это прибрежные острова, такие как Британские острова и Японский архипелаг. А третья часть — это Америка и Австралия. В рамках этой теории особое внимание уделяется Мировому острову, потому что это самая густонаселенная и богатая ресурсами территория. Представьте, что если бы одна сверхдержава контролировала политику от Франции до Китая, Саудовской Аравии и Южной Африки. У этой державы были бы технологические возможности Европы, ресурсы Африки и рабочая сила Азии. Ничто не могло бы ей помешать. Таким образом, у той державы, которая контролирует мировой остров, были бы средства для господства над всем миром. Однако в пределах мирового острова есть регион Хартланд, который простирается от Волги до Инзы и от Арктики до Каспийского моря. Этот регион Хартланд — это территория, с которой одна держава могла бы доминировать над остальным мировым островом, при условии, что эта держава стабильна внутри страны. Россия — это держава, которая находится в центре этой теории, поэтому она соответствует российской внешней политике. Но теория становится еще более радикальной. Восточная Европа — это еще одна часть мирового острова, которую Маккиндер выделил отдельно.
Таким образом, любая держава, стремящаяся к мировому господству, появится на восточном побережье Европы. Это просто отсылка к России. Так вот, теория Маккиндера изначально служила предупреждением европейским державам, но вместо этого стала очевидным предначертанием Советского Союза. Теория Хартленда была настолько мощной, что определила ход холодной войны, и она продолжает доминировать в российском геополитическом мышлении по сей день. Например, Александр Дугин, который является одним из самых влиятельных российских политических ораторов, последовательно выступал за создание евразийской державы, основанной на России. А российская политическая элита, известная как силовики, по-прежнему придерживается теории Хартленда. По общему признанию, кажется странным использовать геополитическую теорию столетней давности в качестве шаблона во внешней политике. Но единственное, что сохраняет актуальность теории Хартленда, это географическая составляющая. Земля имеет власть над человечеством, а не наоборот. But you know what's crazy? How is it that Russia, check this out, is not interested in the southern region close to Asia, when Kazakhstan and a lot of Algeria, you know, a lot of these countries, right? It's like they're not interested about those. I mean, they're close ally. I can tell they're close ally, but it's not like they're not interested in those countries. Таким образом, контроль над Восточной Европой позволил бы России восстановить свои позиции в мире. Украина — это всего лишь первый пит-стоп. Но помимо стремления к многополярному мировому порядку, в игру вступают и местные нюансы. Территория России простирается от Санкт-Петербурга до Казани и Волгограда. В этом регионе проживает 80% населения России, и большая часть решений, принимаемых Кремлем, основывается на потребностях и интересах этого ядра. Однако местность сама по себе плоская и является частью европейской равнины. Эта открытая зеленая равнина расширяется по мере продвижения на восток. К тому времени, когда европейская равнина достигнет границ Российской Федерации, ее ширина превысит 2000 километров. Никакое количество вооружений не сможет полностью защитить такой обширный плоский ландшафт. С этой точки зрения потеря советских границ дорого обошлась русским как в политическом, так и в экономическом плане. Россия вынуждена поддерживать обширную границу с одними из самых современных вооруженных сил в мире. Такой статус КВО обходится дорого. Чтобы сократить военные расходы, России нужно уменьшить свое присутствие на европейской равнине. Но для этого, по мнению российских политиков, России нужно закрепиться на Балтийском море и в Карпатах. Балтийский регион, расположенный на северной окраине европейской равнины, представляет собой интересный случай. I don't even think the Baltic region is real, guys. I mean, if you go beyond the Baltic region, that means that you're declaring war to the European Union and NATO. And I don't know about that unless it's some negotiation. But then at the same time, it's weird. Kaliningrad here in itself is Kaliningrad. That's how you say it. It's a very weird situation because the only way you have access to this is through air, or sea, or water. It's a very bad situation, right? Отдельные страны Балтии не обладают достаточной силой, чтобы угрожать России, но в целом регион служит коридором для давления великих держав на Россию. Со времен шведского вторжения в XVIII веке и до немецкого вторжения в XX веке многие европейские державы пытались подчинить Россию, действуя через Прибалтику. Но сегодня Эстония, Латвия и Литва входят в НАТО, что делает их недоступными для России. Как бы то ни было, геополитика диктует, что Россия должна захватить Прибалтику, если представится такая возможность. Это позволило бы россиянам соединить Калининградскую область с селом основной территории России, не пересекая территорию НАТО. Контроль над Прибалтикой также укрепил бы присутствие России на Балтийском море. Карпаты же представляют собой удобную точку опоры для русских, буфер против наступающих армий.
Карпаты — это не неприступная стена, но они обеспечивают стратегическую глубину для оккупационных сил на плоской местности. Если европейская равнина — это шоссе для вторгшихся армий, то Карпаты — это лежачие полицейские посреди этого шоссе. Эта стратегическая глубина бесценна. И это главная причина вторжения России в Украину. В то же время это означает, что цель России в Украине — захватить всю страну. That's the reason? I mean, there's so many perspectives here. I don't even know which one's true. Is it because they want all these territories? You can tell, well, technically Belarus is an independent nation. But I guess, in a way, it's kind of, you know what I'm saying? I just don't understand why they're not one nation. Belarus and Russia, I don't know why they're not one nation. But currently, they have almost the complete southern area. So that's already complete in a way. So they have the complete, not complete, but almost the entire southern area of Ukraine, right? Some part of the eastern front, right? Then they have Transylvania, which is a very weird state, right? Very weird. So then, I don't know, here, damn, that's weird, man. That's weird. I don't want any more wars, but I don't even know that's the reason they even went to Ukraine, you know? Так что, несмотря на то, что риторика сосредоточена на Донбассе, Харькове, Киеве и Одессе, она упускает из виду более важный момент. С точки зрения России, им нужно продвигаться к Карпатам. Таким образом, России нужна не только вся Украина, но и вся Молдова. Когда Лукашенко разговаривал с членами Совета Безопасности Беларуси, на карте, которую он использовал, была указана стрелка, указывающая на молдавский сепаратистский регион Приднестровья. Так что, если бы военное вторжение России в Украину прошло более успешно, в Молдове тоже были бы боевые действия. По большому счету, во время вторжения в Украину Россия стремилась закрепиться в Карпатах. Захватив всю Украину и в конечном счете Молдову, Россия восстановила бы часть советских границ в достаточной степени, чтобы сократить свой незащищенный фланг с европейской стороны до 600 километров, что является существенным сокращением от нынешних 2000 километров. В идеале русские хотели бы продвигаться на запад как можно дальше, предпочтительно захватив всю Польшу и страны Балтии. Но только постепенно. Украина борется за свое существование. И если победит Россия, то следующими будут страны Балтии и Польша. Рассчитывай на это. Точно так же, если Россия проиграет войну на Украине или не сможет получить все это сегодня, она попытается снова завтра. Никакой международный договор или прекращение огня не продлятся долго. Думай о европейском пространстве, как об игре в шахматы, где каждый игрок стремится максимизировать положение своих пешек, стратегически расставляя их по местам. Чем дальше НАТО продвигается на восток в европейском пространстве по направлению к Российской Федерации, тем более гибким становится его стратегическое планирование, и тем больше возможностей для ошибок оно получает. Украина, являющаяся союзником НАТО, скорее всего, увидит пусковые установки крылатых ракет на своей территории, где время полета до российского корпуса составит около 3 минут. Такое наращивание сил заставит Россию тратить еще больше на военные нужды, создавая новые базы в глубине российской территории. Например, к востоку от границы с Украиной, на европейской равнине, простирающейся на 750 километров до побережья Каспийского моря, местность ровная. Эта линия, известная как Волгоградский выступ, имеет важное значение для существования России. Если враждебные силы захватят этот выступ, они отрежут Россию от Кавказа, Черного и Каспийского морей. Украина, входящая в НАТО, несомненно воспользуется этой уязвимостью. Это не произойдет в одночасье. Наращивание сил будет постепенным процессом, который займет десятилетия. Но тем не менее это произойдет. Но верно и обратное. Чем дальше Россия продвигается на запад, тем больше укрепляется российская армия, тем больше у нее возможностей для ошибок и тем меньше вариантов у НАТО. Таким образом, Украина, находящаяся под контролем России, увидит, что Польша, Румыния и страны Балтии еще больше милитаризуются, чем сейчас. С точки зрения России, это уравновесило бы ситуацию.
Украина — это всего лишь один элемент в геополитическом плане России. Но это все еще большой элемент. Захватив Украину, а затем и Молдову, Россия считает, что сможет стать ведущей мировой державой и при этом сохранить свое демографическое пространство. Исходя из этого, для России это либо экспансия, либо смерть. Российские I believe политики, that. особенно I силовики, believe that in the case of Russia, that's what it seems like. It's expand or die. We expand or die because they need resources. They need their birth rate to go up. There's a lot of reasons. They need population. считают, что политическая легитимность приходит с военными завоеваниями. Yep. Они считают, что мир — это ложь, просто еще один способ разрушения, как смерть от тысячи порезов. Я был вашим ведущим, Шерван из Каспийского. Yeah, this was good. It just gives you the perspective of how a lot of even Russians even see this. A lot of Russians, they see this war as they're all the same people. They see they're all the same people. They are not, clearly different. They're all Slavics, right? And they were part of the same country for years, so you can make that argument. Let me know what you guys think, guys. I'll see you in the next one.